Всем привет! Давненько мы с вами не встречались в Инстаграм. Меня зовут Карина Загоскина. Я королева зефирных цветов. И сейчас мы будем ждать зрителей, которые к нам подойдут. Пока мы собираемся потихоньку, пишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы, из какого города. Знаете ли вы меня, были ли вы на моих эфирах, занимаетесь ли вы зефиром? Что я делала себе прическу. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, маленькая презентация для тех, кто меня видит в первый раз. Меня зовут Карина Загоскина. Я старожил зефирной флористики. Уже практически 3 года, как я занимаюсь этим новым направлением в кондитерском искусстве. 9 месяцев с мая 2020 по март, по февраль 2021 года я занималась зефирными букетами на заказ. До этого у меня огромный стаж в кондитерке, там больше 20 лет я занималась тортами, там с перерывами, но последние 15 лет тортами я занималась стабильно. Потом я перешла на зефирную флористику, чего и вам желаю, объясняю почему. Потому что торты у вас заказывают 1 раз в год, там, 2 раза в год, семья там 3-4 раза в год, а зефир и зефирные цветы заказывают гораздо чаще. Когда идут в гости, на какие-то мероприятия, это гораздо чаще происходит. Зефирный букет относительно торта стоит дешевле. Также можно делать цветы в коробочках штучные. И поэтому зефир гораздо более, скажем так, мне приятен. Чем он еще хорош? В том, что он не требует большого количества ингредиентов. Белок, сахар, варенье, либо ягодное, либо фруктовое пюре. Кто как делает, кто из чего делает. И агар-агар. Вот эти 4 ингредиента всего-навсего, по крайней мере в моем зефире они присутствуют. Я также еще использую сироп глюкозы, потому что у меня рецепт зефира, у меня их миллион. Так как я обладаю определенной базой, о которой я рассказываю на своем курсе, у меня нет разделов там книга, 20 рецептов зефира или там гайд, 100 рецептов зефира. Человек, который приходит ко мне на курс, он получает удочку, которая позволяет ему делать зефир любых цветов, любых размеров, любых вкусов, с максимально большим разбросом процентного соотношения там, пюре и ягод, умеет добавлять жиросодержащие ингредиенты, эфирные масла, какао, шоколад, ягоды, фрукты, содержащие ферменты, разрушающие белок. В общем, он понимает, что он делает с зефиром, и у него никогда не бывает проколов. Просто потому, что я даю ему основу, на которой можно вырастить миллиард вариантов этого зефира, и цветочного, и зефирные торты, и обычный зефир, то есть абсолютно все, что угодно он может делать. Я отличаюсь этим от остальных преподавателей тем, что я даю основу. Те маленькие секретики, которые остальные мастера утаивают, боясь, что вырастет себе конкурентов. То есть вроде бы они учат чему-то, но что-то всегда чего-то не хватает. И это яркий показатель того, что когда я закончила заниматься зефирными букетами на заказ и начала преподавать, это началось у меня в марте 2021 года, в марте прошлого года. Я одна из первых преподавателей, которая начала заниматься именно зефирной флористикой, именно преподавать. И, по-моему, я одна из первых, кто стала именно преподавать сразу на букетах, то есть где мои девочки с курсов уходили сразу с букетами зефирных цветов, причем вот с такими вот огромными не с писюльками в руках, да, которые надо было тащить в коробке. Вот. И за 9 месяцев я проехала 17 городов, я выучила 320 человек, и у меня самый большой процент студентов, которые после моего курса начали преподавать. Это говорит о том,
что я даю основы. Я этого делать не боюсь, мне совершенно не страшно, что мои ученики растут, превосходят меня в мастерстве. Мне очень нравится, когда я раскрываю потенциал другого человека. Для меня это счастье и очень классно. Не переживайте, мы друг у друга хлеб не отобьем. Желающих научиться зефирным цветам очень и очень много. Итак, почему же я королева? Я первая придумала рецепт, во-первых, мало сладкий, во-вторых, на варенье. Мой зефир можно делать и пюре, и на яблоках, и на ягодах, и на домашнем варенье, и на магазинном варенье. Но я всегда на своих эфирах, так как мои эфиры все-таки ведутся в пабликах для начинающих кондитеров, и поэтому здесь чаще всего присутствуют люди, которые только начинают знакомиться с кондитерским мастерством, кто-то только начинает знакомиться с зефиром, и поэтому грузить человека: пойди, купи яблоки, помой их, почисть, порежь, вытащи серединку, пропарь в духовке, либо там в микроволновке, либо свари их там в кастрюле, потом пробей блендером, протри через сито, это геморрой. То есть уже на этом этапе некоторые просто отсеются, потому что непонятно, какой будет результат, а тут сиди горбаться еще над этими яблоками. Поэтому я всегда людям, которые хотят просто попробовать сначала свои силы в зефире, понять, что это такое, я всегда говорю: пойдите в магазин, купите джем. Я всегда рекомендую купить клубничный, потому что клубника взбивается очень хорошо. Вот, и сделайте на магазинном варенье, попробуйте. Если вам зефир понравится, тогда уже вы начнете экспериментировать и на домашнем, и на бабушкином, и на своем, и на сырых, и на всяких ягодах, каких угодно. Главное, чтобы вы в зефир влюбились. И поэтому я веду к зефиру максимально короткой дорогой. Именно на своих бесплатных эфирах я этим занимаюсь. Поэтому не пугайтесь, когда я начинаю говорить о магазинном варенье. Мои зефиры прекрасные во всех своих состояниях. Вот, я автор королевского пиона, вот такой огромной штуки. Посмотрите, какого размера цветок. То есть цветы в натуральную величину и даже больше. Чем они хороши? Тем, что этот цветок, который можно сделать один, положить его в коробочку. Вот у меня коробочка 20 на 20. Это приличный килограммовый тортик, да, даже это больше, по-моему, чем бента-торт. Вот, у меня здесь 18-сантиметровый цветок. И подарить такой шикарный подарок. То есть в офисы, дни рождения, какие-то маленькие, большие даты. Шикарный корпоративный подарок, просто супер. Тут у меня вообще дела в моей чудесной духовке. Вот, духовку я использую просто для хранения цветов. У меня их две. Вот, я, к счастью, либо, к сожалению, вообще не пеку. Почему еще зефир? Да, потому что очень мало ингредиентов, очень мало возни с мытьем. То есть, если я начала работать с утра, я ставлю миксер, и если у меня там какие-то яркие цвета, что я практически не использую, в общем, с утра миксер завелся, вечером только помылся. Минимум затрат. Поэтому я топлю за зефир. Экономия времени, большие цветы. То есть вы делаете всего-навсего 7 цветков, и у вас вот такой потрясающий букет с вау-эффектом. Посмотрите, какого он диаметра. Это как раз для очень жадных заказчиков, которым жалко там заплатить большие деньги за кропотливую работу. Здесь букет диаметром 40 сантиметров. Посчитайте, сколько обычных маленьких цветочков нужно сделать в этот букет. А тот 7 цветов сделал, и уже здесь, по-моему, 2,5 замеса всего-навсего. И все готово. Также, чем я еще отличаюсь, я делаю букеты по фотографиям. Вот этот букет, ему уже 350 лет, он сделан по фото живого букета, я его сохранила, это он первый, таких букетов у меня заказывали большое количество, я, как сейчас помню, не меньше 5 сразу после публикации этого букета у меня заказали. Я еще практикующий преподаватель, то есть помимо того, что я преподаю, я еще и делаю букеты на заказ. Как видите, я могу делать не только большие цветы, но и маленькие всякие детальки, мелочевку. И сегодня у нас, кстати, тема нашего сегодняшнего эфира посвящена мелочевке.
Это тоже очень важная деталь в букете. Также я автор вот таких шикарных лилий. Что у меня с телефоном происходит? То есть вот это лилии в натуральную величину, это тоже зефирные лилии. Посмотрите, какие они глубокие, какие они настоящие, большие. То есть у меня очень много ноу-хау, тем более я самоучка. Я была на курсе у 2 преподавателей по зефиру в самом начале своей зефирной карьеры. Но я туда приходила в поисках волшебного рецепта зефира, который не застывает, и за которым гоняются, собственно говоря, все, вернее, о котором мечтают все самоучки, все вообще начинающие девочки, кто начинает работать с зефиром, так как испытывают сложности с тем, что зефир быстро застывает. Я всегда хаяла способы сохранения зефира, потому что по классической технологии мой зефир, он очень воздушный, и в то же время он дает хорошую мякоть, такую упругую, очень насыщенную воздухом, да, но она не выглядит пеной, как бы не, она хорошей зефирной консистенции за счет того, что классический зефир, это когда взбиваешь пюре с белком, а сироп варишь отдельно, это классическая технология. Заварная, это когда ты взбиваешь просто белок с небольшим количеством сахара, а все остальное у тебя варится в ковшике. Так вот, зефир по классической технологии всегда более воздушный. У него гораздо больше объем, и это плюс. То есть мы можем сделать большое количество цветов, так как мы зефирные букеты на вес точно не продаем. И чем больше с одного замеса цветов мы сделаем, тем выгоднее для нас, это экономит наше время. И цветы именно с моим зефиром, они очень хорошие на вкус. То есть у них шикарная плотность, умеренная, такая вот упругость, все с ними хорошо, они не мокрые внутри, все с ними прекрасно. Заварной зефир я люблю меньше, потому что он имеет меньший объем, гораздо меньший объем, в 1,5-2 раза получается менее объемная масса. Но его плюс в том, что заварной зефир застывает дольше. И вот я наконец-таки, вот 1 сентября у меня было достаточно жарким. Так, сейчас, секундочку, здесь вопрос. Здравствуйте, а как можно сделать оплату из Европы? Вы знаете, вам нужно пройти на мою страницу, я сейчас напишу, что это за страница, это Пекарина торты в Инстаграм, и написать нам в личные сообщения, мы вам ответим обязательно и расскажем по поводу оплаты из Европы. Пока еще платить не за что. Кстати, я приглашаю всех на свой прямой эфир, который состоится в следующий четверг, 15 сентября. Он будет посвящен как раз моему новому курсу. Там мы будем делать очень крутой, красивый цветок. И я вам расскажу о курсе, который у нас пройдет, вот стартанет в конце сентября. И у нас 15 сентября, в четверг, наконец-таки будет старт продаж. Приходите, пожалуйста, на эфир, вам будет очень интересно. Я массу полезных вещей расскажу просто так, как всегда это у меня бывает. Поэтому всех вас жду. Сейчас я пишу свой аккаунт. Так. Угу. А тема эфира у нас сегодня васильки. Это самый противный цветок. Почему васильки? Я сейчас вам объясню. Так, василек. Из зефира. Опубликовать и прикрепить. Отлично. Потому что те, кто смотрит мои эфиры регулярно, мы как-то, наверное, месяц назад делали прямо на эфире, у нас был длинный 2-часовой эфир, букет делали цветы белые розы и васильки для букета, и хотели его собрать. Но я это все дело забросила, у меня появились другие дела, у меня все это, васильки посохли, а розы остались живые. Я вот сейчас собрала пока розы. Вот они у меня беленькие, они еще живые, месяц они лежали. У меня, кстати, зефир долго очень хранится. А вот в эти пустые места у нас с вами скоро пойдут васильки, которые я сегодня сделаю.
Васильки очень красиво смотрятся в букете, но я их терпеть не могу из-за того, вернее, не могла, из-за того, что даже из минимального количества белка, всего из 25 граммов, получается 3 литра зефира, то есть 25 граммов белка. И так как насадки для создания васильков это самые маленькие дырочки у них, мы сегодня будем работать насадкой травка, диаметр ее 14 миллиметров, и насадка 227, это хризантема, малюсенькая, с перемычкой посередине. Посмотрите, какие крошечные дырочки. И выдавить 3 литра зефира нереально, чтобы он не схватился. И когда у меня заказывали букеты с васильками, я тоннами выбрасывала зефир, ну не то чтобы тоннами, но где-то 1/3 от зефира мне приходилось выбросить, потому что я никогда в жизни не буду работать с зефиром, который уже подсхватился, там помешать его в мешочке. Из духовки зефир классический, он теряет свою стойкость, им можно отсаживать маленькие цветочки, но он получается более водянистый, более жидковатый, пузырчатый, поэтому мне этот вариант не подошел. Но я всегда была категорически против духовки, я плевалась, говорила, что нет, нет. Потом я поняла, что все-таки стоит оставлять какое-то количество зефира для того, чтобы сохранять его для маленьких деталей, сделать какие-то веточки с маленькими там лепесточками, типа вот таких. Вот такого плана, да, либо вот такую колючечку сделать, то есть это не проблема. Она не требует вот такого, да, большого, стоячего, хорошего лепестка. Поэтому я как-то подружилась с зефиром, но меня все равно не устраивало то, что зефир получается водянистый. И поэтому я все-таки поняла, я не люблю из-за этого еще и, не люблю, вернее, две нелюбви у меня. Нелюбовь к духовке и нелюбовь к заварному зефиру, потому что маленький объем. А потом я подумала, у заварного зефира маленький объем. Это как раз-таки то, что нужно. То есть у нас получается меньше зефира, значит мы его успеваем отработать через маленькую насадку. И заварной зефир более плотный. И в духовке он точно не разжижится. Я сложила 1 и 1 и получила 2. Прекрасную вещь, то есть духовку разогреваем до 70 градусов. У кого духовка газовая, проблема с этим, просто разогреваем ее на минималке, потом отключаем и кладем туда мешок. Либо я ставлю просто чашу с зефиром, или, ну, как бы металлическую, чтобы из пластика, ну, перекладываю в металлическую чашку, либо сразу чашу миксера и использую, либо просто можно сразу разложить зефир по пакетикам, быстро-быстро его окрасить, небольшое количество положить. Но опять же таки для пионов подойдет только первая, в смысле вот не из духовки. Сразу предупреждаю. Для малюсеньких цветочков такой зефир шикарно. Кто хочет заниматься моими пионами, тренируемся сначала на заварном, потом уходим на нормальный зефир. И тот хороший для ассортимента, и для всего-всего, но я говорю, опять-таки, я человек, который любит делать массово, большими партиями и экономить время. Поэтому чем больше цветов у меня с замеса получается, тем мне выгоднее, тем мне лучше, поэтому все-таки я люблю классический зефир. Но для мелочевки у нас сложилось 1+1, и поэтому мы сегодня с вами будем делать васильки, которые я полюбила, из-за того, что заварной зефир можно хранить в духовке, и ничего страшного с ним не случится. Как-то так. Ну все, хватит болтать. Потихоньку я все равно буду что-то рассказывать. Еще один минус. То есть у классического зефира есть только один минус в том, что его много, это и плюс. И ты, если ты новичок, работаешь медленно, ты отработать его сразу прям не сможешь. Он плохо хранится в духовке. Либо, если ты не добил белок, и у тебя масса стала более плотной, похожей на заварной зефир, тогда он, кстати, в духовке будет нормально храниться. Но объем, опять же таки, у него уйдет. Значит, у нашего, но он быстро готовится, то есть сам процесс варки сиропа, взбивания белка с вареньем происходит быстрее. Это у классического зефира объем больше, и да. И вкусовые качества его мне нравятся больше. Он менее
За счет того, что цветы менее тяжелые получаются, да, грубо говоря, количество сахара, которое съедает ваш клиент, меньше. То есть можно съесть вот такой цветок из зефира, из классического, и вот такой из заварного. И получится, что вы съели одинаковое количество сахара. Ну, я немножко утрировала, конечно. Вот. А минусы заварного: долго варится, маленький объем. Но плюсы у него то, что можно хранить в духовке. В общем, и там есть свои плюсы и минусы. И просто разбирайтесь сами, какой вам зефир больше подойдет. А сегодня мы будем делать заварной. Так, заварной зефир. Я сейчас вам, наверное, как сделаю. Сейчас я без помощницы сейчас, поэтому камеру я носить туда-сюда не буду. Я вам поставлю на стол весы. Сюда. Будем взвешивать все здесь. А что все молчат? Рассказывайте, где вы живете, чем вы занимаетесь, делаете ли зефирные цветы. А я пока буду взвешивать, а потом почитаю ваши комментарии. Итак, в чашу миксера мы отправляем белок. Желательно, чтобы ваша чаша была сухая, но если она у вас будет влажная, ничего страшного. Такс. Угу. Все, больше нам ничего пока не нужно. Сразу я ставлю... Не сразу, подождите. Теперь у нас сироп. Смотрите, опять есть такой нюанс. Максимально развить, сейчас я вам расскажу, максимально развить желирующие свойства агара можно только прокипятив его просто с водой. Я все время ругаюсь на тех, кто делает, сразу закидывает сахар и агар в воду, а потом начинает кипятить. В данном случае смотрите следующий момент. У нас за счет того, что зефирная масса будет менее пышная, поэтому агар у нас будет работать, он будет более жесткий. То есть если мы с вами раскроем полностью желирующие свойства агара, он сделает наш зефир резиновый. Поэтому мы с вами, Ростовская область. Карина, ты сегодня красотка, помню твои кудряшки. Спасибо большое. Да, кудряшек пока нет. Я ближе к зиме, потому что в жару с такими кудряшками ходить не вариант. Ростовская область, город Азов, зефирные цветы. Делаю розы. Супер. Молодцы, девчонки. Хоть кто-то начал отвечать. В общем, мы сегодня будем делать заварной зефир. Класть будем мы в зефир, в агар, воду, сахар и варенье. Все вместе в одну кучу, для того, чтобы сахар как раз-таки приглушил желирующие свойства агара, чтобы наш зефир не был супер дубовым. Он будет так прекрасный, упругий, все будет хорошо, такой же, как и по классике. Но если, опять же говорю, мы сделаем его термоядерно убийственным, то будут просто у нас резинки. Итак, сейчас вода. Просто уж меньше агара. Вы думаете, да, почему нельзя положить меньше? Ну, тут совсем крошки агара у нас идут. Вообще мизерное количество. Если просто я эти электронные весы, вернее, ювелирные весы профукала, оставила их в Москве. Вот. Значит, мы перемешиваем агар с водой. Все равно сначала у нас идет агар с водой, в первую очередь. Дальше мы кладем варенье. Сюда же в чашку. У нас земляника. Так. Ой, я забыла выключить звук. Это плохо. И сахар. Сахара совсем немножко. Все, перемешиваем эту нашу массу.
И ставим на огонь, сразу на большой. На большой огонь ставим и дожидаемся закипания. Как только у нас сироп закипит, мы сразу же огонь выключим. Так, я сейчас постараюсь все равно подвинуть камеру поближе, за счет того, что я подвину стол. Но я во все консистенции все обязательно буду вам показывать. Еще один неоспоримый плюс для заварного зефира по моей технологии, то что, ну и вообще по любой технологии, она одна. То есть то, что зефир этот не требует подогрева чаши, тоже большой плюс. Поэтому это отличный вариант для новичков. Так, балалайка, включайся. У меня новая машина Kenwood XL. Не люблю полностью электронные штуки, но я умудрилась истрепать свои кукинг-шефы до умопомрачения, они у меня умерли. Еще раз повторяю, что мы сегодня будем делать василек. В прикрепленных комментариях есть. Значит, это у нас насадка травка диаметр 14 мм и насадка 227 с перемычкой. Вообще васильки можно делать несколькими способами. Как-нибудь мы дойдем. Вы прям вообще дом горит или что? Ни в коем случае сахар в сливу не надо. Ничего с ним не случится за час. Вот у меня мама просто переживает по поводу сливы и варенья. Так, хорошо, смотрим дальше. Огромовка. Огромовка будет в рекламном посте. Итак, включай. Почему у меня зараза-то не включается? Интересно мне знать. Не могу, не понимаю я, как эту, блин, электронику включать. Тыкаешь в него, тыкаешь, он берет и не включается. Да что ж такое? Все никак я с ним не подружусь. Вот, он был включен. Почему он не включается? Все с ним в порядке, новый миксер. Вот он мигнул, потом по буковке по экрану побежали, блин. Ну вот это оно мне надо. Мне надо тыкнуть, и чтобы все заработало. Нет. Значит, белки сначала взбиваем мы на средней скорости. Но за счет того, что наш миксер едва-едва касается венчиком белка, потому что там белка всего 25 граммов. Вообще крошечное количество. Он касается белка только 2 проволочками. Поэтому, если мы сейчас включим миксер на среднюю скорость, то мы будем до вечера завтрашнего взбивать наши белки. Поэтому я сейчас сделаю побыстрее. Этот миксер медленнее все равно работает. То есть я увеличу скорость на максимум. Буду взбивать сразу на максимуме. И он, получается, что чем больше белка в чаше, тем с большим количеством венчиков он соприкасается. И получается, что скорость взбивания белка постепенно увеличивается сама собой. И когда он дойдет до консистенции нужной, да, то и скорость, соответственно, у него будет уже нормальная, и ничего переключать не нужно. Для меня вот тоже это доперло, я молодец. Будет, если будете себя хорошо вести. Писать в комментариях, из какого вы города, спрашивают, будет ли рецепт. Я отвечаю, рецепт будет. Если вы будете себя хорошо вести, отвечать в комментариях, из какого вы города. Занимаетесь ли вы зефиром, знаете ли вы меня, были ли вы на моих эфирах предыдущих. Сегодня мы делаем продолжение букета. Мы уже сделали для вот этих вот, для этого букета белые розы и васильки, которые я благополучно пересушила, угробила и выбросила. Теперь у нас остались сиротки. И нам нужно эти сиротки поженить обратно, вернуть им родню, поэтому вот доделываем мы букет. Итак, у меня закипела масса. Мы ее мешаем и убавляем мощность плиты до средней. Вы можете воспользоваться термометром. Вам нужно доварить сироп до 103 градусов. То есть, еще раз повторяю, зефир заварной, он более удобен для новичков. Возюкаться с маленькими цветочками, с мелкими деталями
Так как он медленнее застывает, он хранится в духовке, тоже он становится чуть хуже, все равно он не такой великолепный, как классический зефир. Но это небо и земля, потому что вот была на ваших эфирах, смотрела вас в марафонах, зефир не делаю, но хочу научиться делать, живу в Германии, здорово. Пока только присматривайтесь. Итак, я еще раз говорю, для популяризации зефира в массы я рекомендую всем начать пробовать делать зефир на магазинном варенье. Просто для того, чтобы минимизировать ваш труд, а именно заняться самым интересным. Когда же вы поймете, что зефир вам понравился, то вы можете и нужно, конечно, закупать невероятное количество фруктов и ягод и готовить это все самим, все это пюре, пробивать, проваривать, замораживать, если есть такое желание. Либо найти хороших, крутых поставщиков варенья, которое полностью вас устраивает, и работать с этим вареньем специально для вас сделанным, например. То есть вариантов множество, и их можно использовать любой по вашему усмотрению, по вашему кошельку, желаниям и возможностям. Таня Кейк Буденов пишет: Ставропольский край, Буденов, с тобой уже давно, делаю цветы по твоему рецепту для пиона. Супер, мне очень приятно. Итак, у нас с вами вот такая вот история чаши миксера. Видите, какой беленький, пышный белочек. И вот у нас что с нашим сиропом. Сейчас мы добавим сахар. Наш зефир. Так, надо звук убрать. И немножечко лимонной кислоты, чтобы был не приторный. Вот. И всыпаем дождиком потихонечку сахар. Все, наш сироп уже готов. Он потемнел. На соплю мы его не проверим, но просто по времени я уже знаю, что он готов. А так по градуснику до 103 градусов довариваем. Все, мы всыпали сахар. Сейчас он еще чуть-чуть забьется. В принципе, уже можно вливать, потому что у нас есть жесткие пики, да? Как мы можем это проверить? Мы просто-напросто берем, под ним вытаскиваем венчик и смотрим. Вот видите, какие. А вот видите, какие у меня сейчас цветочки. Это из осеннего марафона. У меня есть обучающий осенний марафон, где мы делали 3 шикарных осенних букета. Вот такие огромные амарилисы. У меня там еще 2 букета с подсолнухами, розами и подсолнухи ромашки. Но я их задарила. Так, сейчас, секундочку. Я руки свои освобожу. Надо на лоб камеру GoPro. Итак, теперь мы вливаем наш сироп. Я возьму лопатку, чтобы соскрестить со стенок. Вот. Я сделаю очень немного зефира, так как на васильки много не нужно. Даже заварного мне просто потом будет некуда его взять. До какого момента мы взбиваем зефир? Зефир мы взбиваем до ямок и хлопков.
Янки вот начинают потихонечку появляться, но они еще маловатые. Вот видите, голова миксера начала немножко качаться, потому что мне этот зефир очень плотный. Вот они, видите, мы видим прямо дно иногда под венчиком. Все, вот это значит, наш зефир готов. И он начал похлопывать. Вот когда зефир начинает похлопывать, и вокруг венчика образуются глубокие ямки, значит, наш зефир готов. Лопатка. И что мы теперь с вами делаем? Нам нужно сначала отсадить основание для васильков. Я собираю в кучу, как всегда, чашек зефир, в такую вот могучую кучку. Беру мешок без насадки. Немного отрезаю, около сантиметра. Как вам показать? Вот. Дырочку, чтобы. И буквально пару ложек зефира, какую, даже одну ложечку зефира я закладываю, одну лопатку. А эту чашу, ужас, я кладу в духовку. Она у меня такая холодная. Так, меняем локацию. Вернее, ракурс. Так, и снова здравствуйте. Бумажки для... Как нам красоту показать, наоборот. Вот так. Немножко миксер опустить. Во. Красота же, красота. Значит, теплый мешок для такого количества зефира мне не нужен. Я обычно работаю с теплым мешком. Что мы делаем? Мы делаем сейчас основание для васильков. Просто надуваем вот такие шарики. Вы сегодня отлично выглядите. Спасибо, потому что я накрасилась, отдохнула. После 1 сентября, наконец-то. Какое сегодня уже число? Вот я неделю без задних ног откачивалась. Пока собиралась, пока улетала, пока прилетела, пока тут помидоры сушила, вялила. В общем, развлекалась по полной и отдыхала, приходила в себя. Сейчас я готовлюсь к новой фотосессии, я делаю новые букеты. Вот. Вот этот вот зелененький пиончик как раз из новых букетиков. Поэтому опять пашу. И опять же таки готовлюсь к курсу. Девчонки, курс у меня называется «Невероятные зефирные букеты». Но этот курс не только про зефирные букеты, потому что зефирные букеты зефирными букетами. Самое главное, то, что с помощью вот этого прекрасного навыка из таких простых продуктов, как яйца, сахар и, ну, как бы и варенье, да, с агаром, мы можем создавать вот такие великолепные цветы, которые просто поражают людей, которые вообще никогда этого не видели, которые не знакомы с этим. Они никого не оставляют равнодушными, и это очень здорово, когда то дело, которым ты занимаешься, вот такой восторг вызывает у людей. И если раньше можно было брать просто новизной, да, говорить о том, что вау, ну, любую какашку сделать, да, и твои букеты казались прекрасными просто потому, что, да, этот цветок зефирный можно потрогать в руках, покрутить, а еще потом и съесть, он вкусный. То сейчас уже достаточно много
людей, которые начали заниматься зефирной флористикой, и важна теперь конкурентоспособность. И я учу девчонок своих делать, своих учениц, делать букеты, которые вне конкуренции. Самое главное не только по красоте, но еще и по вкусу. Это очень важно, потому что одно дело, когда у тебя клиент приходит к тебе, покупает один раз и уходит, да, это еще возможно в больших городах, но когда ты живешь в небольшом городе, и у тебя попробовали твои зефирные цветы, они у тебя невкусные, и больше не купили, это очень обидно. А можно ли зефир делать на желатине сильном, или только гарнир, к сожалению, на желатине делать нельзя, на желатине это маршмеллоу. Итак, у меня кончился зефир в одной насадке, я вытаскиваю свой зефир из духовки и закладываю его теперь в насадку травка. Мне нужно ее совсем немножко, этой травки. Даже столько будет много. Вот, у меня горячая духовка. Все равно я придумать-то придумала, а дружить с этим еще не очень. Ну, дружу. Так, что мы делаем дальше? Мы теперь делаем прическу. Ставим вертикально насадку травка и делаем вот такие вот волосики. Это наши тычинки. Так как у нас зефир, он все равно быстро застывает, нам нужно делать это быстро. Вот такие волосики мы делаем на голове каждой нашей заготовки. Я буду делать на столе, потому что сажать ради этого на гвоздик мне лень. Я ленивая, поэтому очень много моих открытий и изобретений в зефире обязаны именно моей лени, потому что мне долго делать там что-то, да. Мне лень мыть чашку. Бах, оказывается, можно и не мыть. Зефир хуже не будет. Вот. Духовка насколько горячая? У меня зефир только... Духовка у меня стояла на 50 градусах. Мне показалось, что она холодновата. Я врубила сейчас 100. Наверное, градусов 70-60 идеально. Свой классический зефир я делаю уже с подогревом в миксере. Я ставлю на 65 градусов. Поэтому ориентируемся на эту цифру. Белок вместе с сахаром еще не успевает коагулировать, то есть свернуться при этой температуре. Так, здесь сядь. Поэтому больше, чем 65-70 не стоит. Иначе у вас просто будет у вас яичница. Меренговый рулет запеченный. Фруктовое безе. Ставим пучочек посередине кружка нашего шарика и вокруг хороводиком отсаживаем еще. И все они смотрят, стараются смотреть вверх, а боковые под небольшим углом к внешнему краю цветка. Сказала, так сказала. Короче, причесочка. Причесочка. Я не хочу из-за таких маленьких порций прятать зефир в мешок, он не успевает застыть у меня. И заметьте, я сделала 2 насадки, 2 227 насадки, я понемножку заложу сначала в одну, потом в другую зефир, чтобы не набивать полный мешок, чтобы он у меня не остывал. Очень удобно иметь несколько насадок, если вы работаете с заварным зефиром, то пока вы, вот, допустим, вот у меня сейчас закончится, да, зефир, пока вы будете накладывать его снова, у вас зефир в кончике может схватиться, и у вас уже не получится красиво отсаживать тычинки, да, либо там лепесточки. Поэтому лучше иметь 2 насадки. Так, пока молчат, я думала, вопросы задаю.
Лучше иметь две одинаковые насадки, их быстро поменять. Видите, у меня глаз алмаз. Прям идеально хватило на то количество заготовок, которые я сделала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 васильков. Все, теперь я беру нашу насадку с перемычкой 227. Опять закладываю немного зефира. Делю его пополам. А вот насчет лепестков я не знаю. Хватит или нет, что-то мало зефира пожадничала. Как видите, окрашиваю я зефир только сухими красителями сверху. Я не крашу зефир в массе, по большей мере. Какая насадка, было не слышно. Насадка 227, в начале эфира я об этом говорила. Что мы теперь делаем? Мы теперь в том месте, где прическа наша начинается, мы отсаживаем вот такие вот лепесточки. По 3 из одной точечки. Есть такие васильки лысенькие. Вот мы будем делать лысенькие василечки. Можно тут еще добавить. Смотрите сами на свое усмотрение, чтобы вам цветочек нравился. Пока он неказистый за счет того, что он не окрашен, но тем не менее. Заготовочки эти у меня уже застыли, я могу за них браться. Главное браться влажными руками, иначе он просто, василек ваш прилипнет к вашей руке, к пальцам. Итак, еще расскажу немножко про свой курс. Значит, курс не только цветы. Можно научиться делать прекрасные цветы. Вот я с этим столкнулась сама, когда я переехала в город Майский. Здесь всего-навсего 30 тысяч человек. И я столкнулась с тем, что мои супер-пупер прекрасные цветы никому нахер не нужны. Это здорово, что у меня есть онлайн-курсы, да? А вот так вот, если ты занимаешься чем-то очень таким, даже те же самыми зефирными цветами, ты вынужден переехать в совершенно другой город, где тебя не знают. Либо ты вот в своем родном городе живешь и наконец-таки решил заняться зефирной флористикой, и тебя как зефирного флориста никто не знает, потому что до этого ты была там педагогом, либо врачом, либо бухгалтером. И тут на тебе приехали зефирные цветочки. Как сделать так, чтобы тебе узнали, чтобы тебя покупали, чтобы твое вот это занятие, от которого у тебя горят глаза, бьется сильнее сердце, от которого ты в восторге, ты там бегаешь по этим всем прямым эфирам, ты купила в конце концов курс, отдала за него денег, немало, да, там пол зарплаты. И ты понимаешь, что вот они, цветы прекрасные, и их даже даром никто не берет, потому что домашние наелись, друзья, знакомые тоже, а тебе уже раздавать как-то особо и не хочется, цветы красивые, хочется их продавать. Так вот, мой курс еще о том, как найти клиентов, как начать зарабатывать такие деньги, которые бы вас радовали, как организовать всю вашу работу таким образом,
чтобы ваше новое занятие цветами не отвлекало вас от основной работы. Да и вообще, как в принципе организовать создание зефирных цветов и букетов так, чтобы не укатываться, не упахиваться, чтобы спать ночами, чтобы чувствовать себя отдохнувшей, выспавшейся. У тебя было время бы еще на какие-то новые идеи, на творчество, на домашних, в конце концов, и прочее, прочее. Как правильно подать себя, свои цветы, как правильно их сфотографировать дома, на свой телефон, в своей квартире, не заказывая какую-то суперстудию и не покупая супер-пупер дорогую технику. Естественно, это все я в совершенстве не знаю. Я в совершенстве знаю, как делать зефирные цветы. А как классно оформлять страницу в том же самом ВК, либо вот в Нельзяграмме, да, для меня это тоже темный лес. И я вместе с вами тоже буду там учиться. Мы будем приглашать, вернее, мы уже все, мы пригласили, мы договорились с очень крутыми специалистами, которые научат нас с вами, как правильно оформить группу, либо страничку, как правильно сфотографировать букет так, чтобы он в ленте сразу зацепил глаз. Как искать? Мы договорились с человеком, который занимается профессионально продажами, который нам подскажет и расскажет, и научит, где искать клиентов, даже в маленьких городах. Казалось бы, где там вообще один кондитер всех снабжает, и больше никому ничего не нужно. Я, допустим, когда начала с этим всем знакомиться, я поняла, что у меня куча тараканов и комплексов, тоже касающихся тех же самых продаж. Поэтому у нас будут блоки с психологом, который вам объяснит, что как правильно, что вы не какой-то там крокодил, или же не какая-то неправильная, что все у вас в порядке, что многие сталкиваются с такими же проблемами, и как их научит, как их преодолевать, как чувствовать себя комфортно, уверенно, как вообще, понимать, что миссия, которой ты занимаешься, ведь это у нас миссия, да, делать самые красивые цветы, дать заказчику понять, что такое красота, да, что такое качество, чтобы люди понимали, что за что они платят деньги, как продавать свои букеты и цветы за ту стоимость, которую они реально стоят, да, а не дешевить и не комплексовать, не думать, ой, там у меня там дорого, а вот у них дешево, поэтому у них берут. Все вот эти нюансы будут на моем курсе. То есть у меня целый комплекс, который охватывает все абсолютно нюансы занятий зефирной флористикой. То есть от того, как сделать зефир, какой зефир лучше выбрать для того или иного цветка, какую насадку выбрать. То есть я же учу еще, как делать цветы по копии, делать копии с живых букетов. То есть вот вы можете после моего курса посмотреть на фотографию живого цветка и понять, каким образом сделать этот цветок из зефира, чтобы он был похож, и чтобы вам было сделать его удобно, комфортно, чтобы можно сделать его быстро, чтобы можно сделать его выгодно, в конце концов. Вот, и на моем курсе мы проходим все этапы, от выбора зефира, от выбора насадки, от создания подбукетницы, от подбора цветовой гаммы для букета, до того момента, как мы его сфотографируем, как мы его сфотографируем, где мы его сфотографируем, как мы его разместим в соцсетях, что мы при этом напишем для того, чтобы у нас купили. Вот это вот было подлянкой. Я все время ругаюсь, говорю всегда, нужно протирать зефирное пюре, но у меня там застрял кусочек. Кусочек застрял агара. У меня на стенке был агар застывший. Я его радостно соскоблила. И забилась моя маленькая насадочка тоненькая. Вот. Попробую сейчас старую свою насадку в кипяток сунуть.
разогреть. Вот, поэтому, придя на мой курс, вы попадаете просто в надежные руки группы людей, которые будут вас учить двигаться от простого к сложному, решать все ваши страхи, помогать, вернее, вам, решить вам самим ваши страхи. То есть вы будете расти как профессионал, как человек, который понимает, чем он занимается, чего он хочет. Еще такой нюанс по поводу онлайн и офлайн. Я еще полгода назад, еще год назад, уже не полгода, когда я же преподавала очные курсы, я была уверена, и все девчонки, которые приходили ко мне на курс, в голос говорили, что онлайн обучиться невозможно качественно, а вот только офлайн, только на очном курсе можно постичь все секреты мастерства. Я долго ломала голову и была, вернее, тоже уверена сначала, что это так. И потом, когда я поняла, в чем проблема, то есть, когда мы приходим на курс на живой, мастера, которые умеют, которые пришли нас учить, иногда не в состоянии объяснить от и до весь процесс. Наверняка вы сталкивались с тем, что когда вы смотрите даже какой-то платный урок, мастер говорит, а теперь делаем вот так и вот так. И вот так делаем, а теперь вот так делаем и вот так делаем. Вот напишите, пожалуйста, было такое у вас, когда мастер говорит вот так и вот так. То есть нет объяснений полных тому, что происходит на экране. И на очном курсе каким образом это компенсируется? К вам подходит мастер, это знаменитое поставить руку, да? Все понимают это следующим образом. К вам подходит мастер, я точно так же сама делала, берет ваши руки в свои руки, это в лучшем случае, и вводит своими руками ваши руки. И вы видите, что более-менее что-то получается. Вот было же? Просто потому, что мастер не может. Я точно такая же была. Я поехала преподавать, когда я первый свой курс начала вести. Я понятия не имела, как мне объяснить, как сделать пион вот этот мой. У меня в руках все получается, девочка сидит, у нее не получается. Да, я каждую девочку обнимала, брала за руки, и мы справлялись, и мы вот это все дело вытягивали, делали эти лепестки. И просто чисто по мышечной памяти люди запоминают рано или поздно это. Но есть огромный минус в очном курсе в том, что, во-первых, у вас есть ограниченное количество времени. 2 дня, допустим, как у меня было, по 10 часов. У меня 6-8 человек группа. За эти 6-8 человек, за эти 20 часов на каждого человека я, если 5-6 минут тратила лично, то хорошо, больше просто не получается. Нужно много объяснений, процесс раздачи там зефира, да, как бы всех обойди, все, каждого потрогай, это занимает огромное время. Я начала думать, как же мне сделать так, чтобы можно было словами объяснить. И я, благодаря своему опыту в спорте, я занимаюсь сноубордом, я поняла, что нужно разбивать все на максимально простые движения. Да, на очном курсе мы все это на простые движения разбили, но если, допустим, цветок сложный, такой как пион, он считается самым сложным у меня, у этих простых движений там фигово туча, и все их нужно сделать последовательно. И ты все просто не упомнишь. То есть из курса сочного ты приходишь, остаются у тебя знаний 30%, остальные улетучиваются. Девочки, которые приходили ко мне на повторник, говорили: о, у тебя столько нового. Я говорю: нет, у меня ничего нового, это все старое. А я это не помню. Я говорю: ну правильно, потому что ты не запоминаешь, потому что очень много информации. Чем хороший онлайн-курс? Тем, что, во-первых, по моей методике я разработала урок по постановке руки. Не поставить руку, взять вас за руки и молча накрутить вашей рукой что-то, да, а вы начинаете понимать, как вам правильно сидеть, как вам правильно держать руки, как вам правильно держать спину. От того, в каком положении у вас ноги, зависит, правильно вы выдавите насадку или нет, вы выдавите лепесток или нет. Никто об этом даже не задумывается. И за счет этого немножко у меня не хватило на последний василечек.
Сейчас мы будем их окрашивать, вот. И за счет этого, за счет того, что на онлайне у вас всегда 100% информации, за которую вы заплатили деньги, она всегда с вами, вы в любой момент вот такую же меня, да, которая сейчас с вами разговаривает, можете перемотать, но то, что вот сейчас я показываю, это, конечно же, не курс, там совсем другие ракурсы, там совсем другая скорость, совсем другие объяснения, что неудивительно. Вот, и вы можете сесть в самое ресурсное для вас время, то есть когда вы в хорошем настроении, вы отдохнувшие, вы настроены, никто вас не подгоняет, никто вас не отвлекает глупыми вопросами, никто не раздражает вас своим присутствием, мало ли, может быть, какие-то у вас возникли нюансы, хотя девчонки на курсе все подбирались у меня просто шикарные, но не всем подходит очное обучение. А так вы сели в тишине, вас никто не трогает. Вы 100-500 раз, наверняка, кто был на очных курсах, возникали моменты, когда вам было неловко спросить, неловко что-то переспросить, не хотелось казаться дурочкой. Вот, казалось, что всем все понятно. Это краситель сухой, китайский, продается на Алиэкспресс. А здесь вы совершенно спокойно 140 раз перемотали, переслушали, все абсолютно подробно. И еще есть один нюанс. Вроде бы ты купил курс, и ты просто-напросто потом ленишься. Какие-то моменты для себя ты посмотрел, а потом тебе лень вернуться. Особенно сложно, когда ты никогда не занимался, да, там, соцсетями, чем-то еще, тебе вообще не хочется в это лезть. Ну, вообще не хочется, абсолютно. Да, она сухая. Это сухая. Это смесь крахмала, окрашенного красителем пищевым, с декстрозой и с небольшим количеством ароматизаторов. Господи, чем я взяла. В общем, на онлайн-курсе вы получаете помимо информации кучи, еще у меня не просто вы заплатили деньги, получили уроки, да, и до свидания. И либо там обратная связь в чатике, вы пишете вопросы, я там вам что-то отвечаю не впопад, нет. У нас еженедельные встречи, мы разбираем все ошибки, которые у вас были, домашние задания смотрим. У меня курс рассчитан на то, чтобы вы обучались. У меня очень много мотивашек, которые там, вы, если делаете вовремя домашние задания, то вы получаете баллы, за которые потом вы сможете купить дополнительные цветы, дополнительные фишки. Цветы очень прикольные, необычные, которых нет в ассортименте у других людей, блин. А что у меня такой синий весь темный? О, этот с блескучкой. В общем, я так долго... Я сама просто в диком восторге от своего онлайн-курса, потому что аналогов моего курса нету. Это что-то светленький василек. Я пойду сейчас поищу краситель поярче голубой. Так, а то выключись. Вот. Так что, если даже вы не хотите учиться у меня на курсе, приходите ко мне на эфир, который будет 15 сентября. У меня еще будет везде информация по курсу, ну, как бы, по курсу, по эфиру. Мы с вами сделаем там какой-нибудь классный цветок. Я отвечу на кучу ваших вопросов, которые вы будете задавать. Вот таким образом мы окрашиваем василючек. Будет очень интересно. Все, кто были у меня на эфирах, никогда не пожалели. Кто-нибудь жалел, когда были у меня на эфире? Вряд ли. Можно полностью закрасить василек, не только вот эту сиреневую серединку тоже, она будет просто чуть темнее. Кстати, да, так симпатичней. Вот так он получается лысый. Этот сухой краситель можно сделать самим. Просто покрасьте крахмал пищевой краской. То есть капайте минимально, капайте, размешивайте, не наливайте сразу много. То есть как только вы по капельке добавляете, все, добились нужного цвета, остановитесь, не заливайте, иначе ваш крахмал точно так же. Вот эта краска, она не пачкает ни руки, ни язык.
она содержит минимум пигмента, потому что пигмент это самое дорогое, что есть в краске. И поэтому производители стараются положить его минимально, не бухать безумное количество. В гелевом красителе пигмента больше, он остается на руках потом. Если вы, не дай бог, завозюкались этой краской пищевой, она у вас в сию секунду не отмоется. Тряпочкой просто так ее не сотрешь. Вот у меня раз запылилась, да, рука, я потерла, все стерла. Если вы перекрасите этот крахмал свой, то он вас тоже будет красить руки, поэтому минимально красьте. После того, как вы окрасили ваш крахмал, вы берете его, выкладываете эту кашу просто, получается у вас кашица. Краситель лучше разбавлять водкой. Вот, девчонки пишут, всегда прикольно на ваших эфирах. Спасибо. Размазали крахмал окрашенный тонким слоем, кашицу из крахмала. Тоненьким слоем размазали по бумажке пергаментной, силиконизированной, либо по силиконовому коврику. Можно сушить в духовке ночь при температуре там 100 градусов, не выше 100 градусов, 80-90 максимум, иначе пожелтеет. Вот. Потом все это дело вы соскребаете, в кофемолке мелите, просеиваете через мелкое-мелкое сито. И вуаля! Ваш краситель готов. Вам нужно просто раздобыть баночку. Сейчас вроде бы появились эти диспенсеры. Тут внутри, вот здесь в кончике крестик, который, и еще здесь стоит сеточка, которая не дает ошметкам вываливаться, сильно высыпаться краски. Поэтому краска вылетает как пыль. А что, можно гелевый добавить в крахмал, а что нельзя? Если мы гелевым красителем красим коржи для красного бархата, зефир, крем-чиз, безе. Почему мы не можем покрасить крахмал? Что нам мешает? Итак, у нас с вами получились васильки. Пока я вам распиналась про свой курс, неудержимо. Так, выключись духовку, иначе я про тебя забуду. Мы с вами сделали василечки. Сейчас я их выложу красиво на стол. Переверну камеру, потому что фронтальная камера херовенько показывает, передает свет, по крайней мере в моем телефоне. И вы зацените наши вот эти васильки. Васильки на скорую руку из зефира, который можно хранить в духовке. Мечта. Вот. На следующем эфире я сделаю зеленушечку для наших васильков. Вот такие у нас василючки получились. Видите, какие они нарядные? Я 100 лет не делала ни хризантемы, ни васильки. У меня рука дрожит, лепестки кривые. Даже у королевы зефирных букетов бывают кривые цветочки. Они прекрасно будут смотреться в букетике. Сейчас я вам покажу, кстати, как это выглядит. Очень много всяких фишек. Вот как, например, сделать штуку для сборки под букетницы. Очень удобную, вот такую, которая супер-пупер крутится. И очень удобно монтировать цветы. Все это, то есть помимо основной информации, мой курс будет содержать миллиард лайфхаков. Поэтому приходите на прямой эфир 15 сентября. Я просто приложу один цветочек, а они пока не подсохли, они очень хрупкие. И покажу вам, как оно будет смотреться с розочками. Странненько, но пойдет. Как-то так. Так, а теперь нам же надо сделать заставку для эфира. У нас же это же не ВКонтакте, это же Инстаграм. Ой, старость, не радость. Так, нужно красивый ракурс выбрать. Взять василек.
Этот самый страшненький отлепила. И застыть. Так, на каком пюре делали зефир? Зефир я делала на магазинном варенье. Я работаю с большим производителем, который варенье такое у него прям идеальное для зефира. Оно шикарно взбивается. У них в ассортименте есть даже варенье из киви, которое тоже шикарно взбивается. Контакты поставщиков, у них есть возможность заказать и забрать с помощью транспортной компании деловые линии в любой город. Контакты поставщиков у меня на курсе даются, помимо, я же вам говорю, помимо цветов, у меня еще есть как продавать, как искать клиентов, соцсети как правильно вести, как создавать грамотные странички, как фотографировать таким образом букеты дома на свой телефон, чтобы они были красивые. Этому всему я в первом потоке своего суперкурса вместе с вами буду учиться я. И так же, как и вы, буду давать домашние задания, потому что мне самой безумно интересно. Спасибо огромное, что были у меня на эфире. До новых встреч, я вас очень люблю. Еще раз приходите, пожалуйста, в четверг, следующий, 15 сентября, на мой прямой эфир. На варенье, а как азарты рассчитать? Я не знаю, что такое азарты. Вы, наверное, печатались. А рецепт будет в рекламном посте, не переживайте, я вас не брошу. Этот рецепт очень удобен тем, что он хранится в духовке. Этот рецепт для новичков, для вот таких огромных цветов, после хранения в духовке зефир не подходит, но это не страшно. Сахар рассчитать? Никак не надо рассчитывать сахар, у меня есть в рецепте все уже рассчитано. Не переживайте. Потом, когда вы будете на «ты» с зефиром, уж рассчитать сахар, вы же, если сами варенье по классике варится 1 к 1, да, вот считайте, в 200 граммах варенья у вас 100 граммов ягод и 100 граммов сахара. И дальше делайте с этим все, что хотите. Ладненько, я вас очень люблю. До новых встреч, приходите на эфир, на мой личный, информация о нем будет в Пикарина торты, вот здесь прикреплен адрес, и еще сейчас в названии эфира, естественно, я напишу. Все, всех люблю, всех целую, до новых встреч. Приходите учиться к профессионалам, которые научат вас абсолютно всему, без утаивания каких-либо секретов. А теперь я не могу выйти.